Дело было в Херсоне. Не местные его знают как город по дороге на море. Но сам Херсон стоит на Днепре. В моем городе арт-центром могут запросто назвать мебельный салон, а как бы официальные культурные заведения заняты продажей саженцев, меда и белорусских товаров. А еще в Херсоне есть Иллюзион, самый старый сохранившийся кинозалов в Херсоне. Иллюзион был тем редким местом в городе, где всегда рулило искусство, а не похвала глупости. На киноклубных встречах здесь формировался ряд режиссеров, сценаристов, общественных и культурных деятелей, многие из которых уже известны всей стране. А вот это я. В Иллюзионе впервые побывал в подростковом возрасте, и те визиты оставили неизгладимое впечатление. Мы с друзьями написали концепцию возрождения Иллюзиона. Нам было важно сохранить этот объект. В управлении культуры проект развития принимают. Точнее, Иллюзион нашей общественной организации в льготную аренду не дают. Зато берут меня на работу в коммунальное предприятие «Кино-видеопрокат», которое владеет зданием. Мы вернули Иллюзион на культурную карту города как общественно-культурный центр Херсон Арт-Хаб. Через 1,5 года Иллюзион у нас отобрали. И все, что осталось, это видео. Мне дали полную свободу действий, и мы строим амфитеатр, устанавливаем вентиляцию и отопление. Очень хотим воды. Видно? Вот он уже опускается. Ну, короче, они туда побежали. За порог. Потому что скоро здесь будут киношники и не будет места каким-то паукам. Когда закончили с ремонтом, то сразу открыли пространство для зрителей и организаторов. В Хабе инициативные херсонцы проводили лекции, кинопоказы и фестивали, мастер-классы, уроки танго, дискуссии, заседания философского клуба. Тут можно было быть любым, каким угодно, разным. Тут было безопасно, и все были открыты к диалогу, желали делиться знаниями, временем, ресурсами. Разговоры о нации и традиционных ценностях здесь соседствовали с мыслями о гендерном равенстве и правах ЛГБТ. По всей стране идет процесс продажи объектов коммунальной собственности. Весной 2017-го за один рабочий день до сессии Херсонского областного совета в список объектов, которые готовят на приватизацию, включили и наш Иллюзион. В кулуарах обсуждали последующий снос киноцентра и строительство на его месте многоэтажного дома. В праве выступить с трибуны перед депутатским корпусом мне отказали. Тогда мы взялись за Facebook, написали о происходящем и попросили помощи у херсонцев. Против нас ничего не имеет, но Иллюзион есть шанс, что заберут. Поэтому перед входом в сессионный зал мы развернули плакаты и вручали всем входящим депутатам листовки с информацией о центре. Давайте проголосуем за те, що ми принесли на кінець сесії це питання. Будь ласка, голосуємо за принести до законодавчої сесії. Мы должны им помочь, чтобы они развивались, чтобы развивалось это движение, и только тогда мы сможем еще дальше продолжить
вопроса по поводу киновидеопроката. До тех пор, пока вопрос этих ребят не будет решен, они будут находиться в том помещении, где они есть. Позже это интервью исчезнет с сайта и YouTube-канала издания. Через день нас пригласили на встречу с главой областного совета. Неужели нас услышали? Определенно тут мы были инородными элементами, а вот напротив нас сидят бывший глава налоговой, бывший глава УБОП и позади бывший глава СБУ. Сегодня они депутатский корпус и исполнительный аппарат облсовета. Хвалят нас, но и говорят, что в других локациях вести свою деятельность нам было бы комфортнее. Мы же полагаем, сняли вопрос сессии, значит Иллюзиону ничего не грозит. Мы провели уличную творческую акцию под стенами Иллюзиона, рисовали плакаты, собирали подписи в его защиту. Вот за защитой идет этого здания, чтобы не отчуждили, чтобы остался культурный центр. Для меня Иллюзион, я его знаю очень давно, это был киноклуб еще, который еще в конце 80-х, в начале 90-х пропагандировал европейскую культуру и культуру вообще. Тот формат херсонских культурных учреждений, которые сейчас находятся в нашем городе, свою функцию как таковую не исполняет этого. Это для меня единственное место в городе, где можно свободно заниматься искусством и культурой. Опаньки. Не включается. Включается свет. У нас время от времени стал пропадать свет и доступ к туалетной комнате, на дверь которой сторожа вешали замок. Короче, стали исчезать обычные удобства, зато стали появляться необычные неудобства. У нас провели обыск, искали взрывчатку. Общение с сотрудниками СБУ и дача пояснений полиции стало делом привычным. Мой рабочий день начинался с этих ворот, со стука в эти ворот. Не всегда это получалось беспрепятственно зайти на территорию. Если вы хотите обратиться с заявлением по этому поводу, правильно я понимаю, что вас не пускают сюда? Они не пускают, у нас закрыто. Мы не можем быть уверены в том, что он есть внутри. В пятницу он была. Нет, дают ему вещи. К нам подошел депутат областного совета Александр Шумей. Он как депутат имеет полное право прийти на объект, и ему должны открыть. Но все же Артхаб продолжал работать. Они его берут ради территории. Это здание, хотя здание, тут такие стены, которые еще 200 лет стоят здесь. Нам необходимо. Ситуация становилась все жарче. На звонки и заявления директор киновидеопроката не отвечал. Тогда мы решили прийти к директору КП в кабинет, который находится в здании, расположенном в другом районе. Я вам говорю, что вы идете в малый зал, рассаживаетесь, я с Леонидом сейчас 5 минут говорю, и мы 5-10, и мы потом подходим туда, он нам все расскажет, что я ему сказал. Директор может с подчиненным поговорить о Геннадии? Потом поговорим. Это что? Да не надо мне указывать потом или сейчас. А вы нам тоже не указываете. Здрасте, я на рабочем месте, это мой подчиненный. Если на то пошло. Можно я задам вам вопрос? Частная структура. Скажите, пожалуйста, Правильно, мы государственная структура. вы государственная структура. Да. Вы живете на деньги налогоплательщиков, мы платим за то, чтобы вы работали. И я прошу, пожалуйста, поговорите со своим подчиненным в присутствии тех людей, которые оплачивают вашу работу. Вы приняли же такое управленческое решение? Почему вы приняли решение, что там будет находиться ничего? Субординация. Мое личное такое решение. Почему? Чем оно было обосновано? Чтобы не тратить деньги там, на электроэнергию, на воду, на канализацию, на уборку мусора, территории, на оптимизацию расходов предприятия.
чем мы это говорили вчера с начальником управления культуры. Мы договорились о том, что на сегодняшний момент, чтобы оптимизировать вот эти все расходы, Леонид со своей группой переходит работать туда в Викинге. Здесь, пожалуйста, есть залы, здесь есть территории, где можно танцы организовывать, не для 2 пар, а 10-15 пар можно. Есть предложение абсолютно конкретное. Если вы не можете финансировать кинотеатр «Визион», он вам накладен, есть большая проблема. Покажите свои светлые намерения, помогите нам обратиться к областному совету. Пускай областной совет передаст нам безоплатно городскую собственность. Город согласен финансировать и кинотеатр, и, собственно, творчество Леонида и остальных людей. Максимов публично сообщил, что сохранять иллюзион не в его планах. Мы как раз готовили внутренний дворик для осеннего фестиваля рок-музыки. Я прихожу на работу, а на объекте уже новый охранник, который не знает ни кто я, ни что такое арт-хаб, и даже фамилии директора КП не знает. Само здание опечатано и появляется в неизвестной военной форме. На данный момент это здание полностью опечатано. Опечатано согласно постановлению суда, что сейчас находится... Постановление суда? Да. Вот, поэтому... А вы не могли бы проинформировать? Нет, у меня его нету на руках. У вас нету? Да, ну я был... Ну тогда я могу предположить, что постановление суда не существует. Я думаю, что оно есть. Наверное, ваша уборка сейчас заканчивается. Да. Здание заблокировали, а меня вызывают на товарищеский суд коллектива КП. Мы вам неофициально запрещаем. Тогда, пожалуйста, мы должны должны секундочку. Сейчас собрание педколлектива. Вот есть охранник, у которого есть удостоверение. А вы кто тогда? Я дорадчий орган. Охрана. Вы не можете тогда здесь мне что-то запретить. А вы как, до сих пор еще от организации «Молодые регионы», да? Никак нет. Нет, уже нет, вышли. Сменились? Не Очень сменялся. грустно, ребята, понимаете? От я вчора пішов в обласну раду, в відділ в загальний відділ і попросив, які ви робили повідомлення як керівник про те, що об'єкт на вашому КП підприємстві закривається за рішенням суду. Причем здесь объект? Закривається не закривається. Це я до того, що не зняли на робочому місці. Есть собрание об увольнении Ежорова, то, что он не ходит. Трудовой коллектив собрался только для того. Один вопрос. Тебя переводят, ну, предупреждают. Завтра, пожалуйста, переходи в юбилейное работать. А ты говоришь, я хочу, там не работаю. Какие могут быть претензии? Так от, проведені у серпні 23 заходи, у вересні 33 заходи. Повідомляю, що свої посадові обов'язки, які були мною підписані 08.02.2016, я виконую. Також хочу звернути увагу, що чомусь до серпня 2017-го у вас та відділу кадрів не виникало ніяких претензій щодо того, що я ходжу на роботу та проводжу всі заходи саме у ілюзіоні. До чого тут депутати, якщо тут зібрання колективу? Людина не виходить на робоче місце. Але я бачу, що з кишені області крадуть будівлю. Він що, майно? Єжуров що, майно? Ні, сьогодні... Це людина, це наш співробітник. Ми говоримо за Єжурова, за нашого співробітника, ну не за майно. Якщо він майно, тоді давайте його списувати. Ненужное майно. По результатам собрания трудового коллектива меня уволили. Но мы решили продолжить бороться и добились еще одной встречи в облсовете. Я хочу розуміти, якщо це приміщення має якусь історичну значення чи культурну значення, може там Шевченко вірші свої писав, ну тоді його треба зберегти. Які є пропозиції? Зразу скажу, грошей нема. Ми виконуємо рішення суду. Крапка. Мэрия Херсона предложила взять на себя все расходы на содержание объекта, но облсовет отказался от помощи. Город теперь живет без иллюзиона. Директор КП и глава облсовета остаются при власти. Так и живем в Херсоне.
Я скажу, з першого дня, як півроку тому ми зустрічалися з паном Яжуровим, він по півроку ходу і ходить і бреше. Бреше вам всі. Він прийде сюди, щось з'ясував, вийшов, там написав, як йому, чи хто надиктував, чи як захотілося. Він приходить тут, мовчить, виходить і каже, що ми там зовсім інше казали. Ніхто проти сьогодні розвитку культури, тут нема жодної людини.